Ну, я скажу вам пару странных вещей, которые я не очень понимаю. Первая из них заключается в том, что когда мы проводили анализ влияния программы Future Authoring Program, она оказала дифференцированное воздействие на мужчин. И особенно дифференцированное воздействие она оказала на тех, кого я бы назвал исключенными мужчинами. Это мужчины из незападных этнических меньшинств или, например, большинство мужчин, у которых дела идут не очень хорошо. Программа Future Authoring оказала особенно сильное воздействие на студентов колледжа Mohawk, мужчин, которые не очень хорошо учились в средней школе и не выбрали специальность, в конце которой было бы определено направление карьеры. Так что вы можете представить себе этих людей, у них неоднозначное отношение к идее образования, и они не ориентированы на достижение конкретной цели, они не очень мотивированы. Итак, почему это оказало различное влияние на мужчин? Хороший вопрос. Ну, во-первых, у женщин дела идут лучше. Так что, возможно, дело просто в том, что это лучше действует на тех, у кого дела идут не так хорошо, а в данный момент большинство из них мужчины. Я думаю, что отчасти. Но я не верю, что всецело. Я думаю, что отчасти женщины добиваются лучших результатов, потому что они сговорчивы, и если система устанавливает структуру и говорит, что вот путь к достижению цели, женщины не будут бунтовать против этого. Они пойдут по нему, и это очень хорошо работает для них. В настоящее время мужчины, особенно крайне несогласные мужчины, а крайне несогласных мужчин гораздо больше, чем женщин. Вот что вы получите, если посмотрите на перекрывающиеся кривые распределения. Вот женское распределение сговорчивости мужчин очень сильно пересекаются. Хорошо, женщины выше, все действительно сговорчивые люди. Женщины, все действительно несговорчивые люди, мужчины. И, возможно, настоящие различия возникают в крайних точках, верно? И это очень интересный побочный эффект перекрытия распределений. Так что люди могут быть в основном одинаковыми, но при этом могут иметь радикальные различия. Несогласные мужчины не делают ничего, чего не хотят делать. Они просто говорят «не хочу». Я пойду домой и поиграю в видеоигры. Я не буду слушать ваши дурацкие лекции и почему я должен работать на вас. Я просто пойду развлекаться. Я буду заниматься своими делами. Я не думаю, что у них есть мотивация, и если вы возьмете таких мужчин и скажете «хорошо, чего же ты хочешь?», вы можете получить то, что хотите, но вы должны понять, что это такое. И тогда они записывают то, что они хотят. Они думают, ну, это может стоить того, чтобы иметь это. Так что, возможно, я приложу немного усилий к этому. Вот как это выглядит для меня сейчас? Вы знаете, это слабое доказательство, и это слабый аргумент, но я пытаюсь расширить свое понимание, чтобы учесть это. Но я скажу вам кое-что еще, что действительно странно, я не понимаю этого тоже. Более 90% людей, которые смотрят мои видео на YouTube, мужчины. Это странно, потому что около 80% студентов-психологов – женщины. Так что это не то, чего вы ожидали, верно? Вы ожидаете, что большинство из них будут женщины, и вы можете сказать, ну, это из-за политической позиции, которую я занял. И я подумал, ну, это возможно. Поэтому я пошел и посмотрел демографические данные, потому что у меня они есть. Ну, до того, как я сделал любое из политических видео, 85% моих зрителей были мужчинами. Так что их на самом деле немного увеличилось, их увеличилось на 6%, и это нетривиально, но все-таки подавляющее большинство мужчин. Так что мне было интересно. Я подумал, почему это именно так. И теперь я наблюдаю за людьми, когда разговариваю с ними. И многими людьми, которые приходили ко мне лично. Это случилось на дебатах по свободе слова в университете Торонто. Я заметил это и прокомментировал еще до начала дебатов, потому что я говорил о внутренних различиях между мужчинами и женщинами. Я оглядел зал и подумал, большинство людей в этой комнате мужчины, поэтому я попросил всех женщин встать, а потом встали все мужчины, и я сказал, смотрите, вот естественный эксперимент. По какой-то причине 80% людей, которые пришли, это мужчины, и все подумали, что я немного спятил, сделав это. Это был риск, но я подумал, здесь что-то происходит. И вот что интересно. Все мои публичные выступления, связанные с темами, которые мы обсуждаем, в подавляющем большинстве состоят из мужчин, это 85-90%. И я подумал, это странно, что, черт возьми, происходит. И потом другая вещь, которую я заметил, это то, что я много говорил с людьми, с которыми общался не о правах, а об ответственности. Потому что вы не можете так вести этот чертов разговор. Чем вы занимаетесь? Вы не можете вести разговор о правах без разговора об ответственности. Потому что ваши права – это моя ответственность. Вот что это такое технически. Так что вы просто не можете вести только половину этого обсуждения, а мы ведем только половину этого обсуждения. И вопрос в том, ну что вы упускаете, если ведете только половину обсуждения? И ответ, ну вы упускаете ответственность, и тогда вопрос, ну что вы упускаете, если вы упускаете ответственность? И ответ, ну может быть вы упускаете смысл жизни.
Вот как это выглядит для меня. Вот вы здесь страдаете. Что делает жизнь ценной? Права. Вы знаете, вообще вы понятия не имеете, что почти невозможно описать, насколько это плохая идея. Ответственность – это то, что придает жизни смысл. Это как поднять груз. Тогда ты сможешь терпеть себя, верно? Потому что посмотри на себя, ты бесполезен, тебя легко ранить, легко убить. Почему ты должен себя уважать? Это история упадка. Поднимите что-нибудь и понесите что-то достаточно тяжелое, чтобы вы могли подумать, ну я бесполезен, но по крайней мере я могу перенести это оттуда сюда. Что действительно здорово, так это то, что когда я говорю об этом с людьми, глаза мужчин загораются. Я наблюдал этот феномен, потому что я говорю об этом мифологическом материале уже долгое время, и я вижу, что когда я наблюдаю за людьми, люди поднимают брови, их глаза загораются, потому что я сформулировал для них что-то важное. И это то, что делают мифологические истории. Я не беру на себя ответственность за это, но это то, что делают истории. Поэтому я рассказываю историю, и глаза людей загораются. Ответственность – это совершенно новый акцент. Молодые люди так жаждут этого, что просто невероятно. И одна из вещей, о которой я говорил с некоторыми из тех, кто баллотируется в лидеры консерваторов в Канаде, и я говорил с ними о трудностях общения с молодежью. Потому что консерваторы, что они собираются говорить молодым людям, верно? Потому что ты становишься консерватором, когда ты становишься старше. Они могут говорить об ответственности. И никто этого не делает. И дело в том, что для мужчин нет ничего, кроме ответственности. Знаете, на днях я смотрел первый эпизод «Симпсонов» и деконструировал его. И это действительно интересно. В первой серии «Симпсонов» происходит следующее. Рождество, Гомер и Мардж собираются купить подарки, но Гомер не получает рождественскую премию, и он совершенно раздавлен этим, и это на самом деле повторяющаяся тема в «Симпсонах». Когда Гомер теряет работу или что-то в этом роде, или не может заработать достаточно денег, он совершенно раздавлен, хотя он вроде как бесполезный, неуклюжий, смеющийся дурачок. Вы знаете, что дает этому шоу его душу? Это то, что он все еще ориентирован на свою семью. Это то, что делает его благородным. Он решил взять на себя ответственность за свою семью и пытается нести ее. И поэтому он не полный дурак, и так интересно наблюдать за этой историей, потому что он ужасно страдает из-за того, что не может выполнить свои обязанности как мужчина. У женщин свой набор обязанностей, они отличаются. Потому что они сложные. Потому что женщины, конечно, должны нести основную ответственность, по крайней мере, за рождение детей, но затем также и за уход за ними. Они устроены иначе, чем мужчины по биологической необходимости, даже если это не психологический вопрос, а отчасти и психологический, женщины знают, что они должны делать. Мужчинам приходится выяснять, что им делать, и если у них нет ничего, ради чего стоит жить, то они остаются Питерами Пенами. И почему бы, черт возьми, нет? Потому что альтернативой цены ответственности является импульсивное низкопробное удовольствие. И вы видели это в сказке про Пиноккио, верно? Это остров удовольствий. Это как, зачем поднимать груз, если он для тебя бесполезен? Это еще одна вещь, которую мы делаем с мужчинами. Это очень плохая идея, а для мальчиков это вы патологичны и деспотичны. Пошли все к черту, я буду играть, если я не получаю заслуг за то, что несу ответственность. Вы можете быть чертовски уверены, что я не собираюсь нести никакой. Но тогда ваша жизнь бесполезна и бессмысленна, и вы полны презрения к себе и нигилизма, и это нехорошо. И поэтому я думаю, что именно это происходит на более глубоком уровне в отношении того, что мужчинам нужно это направление. Мужчина должен решить, что он собирается что-то сделать. Частично то, что мы пытаемся сделать в нашей программе, это сказать, какова для вас наивысшая ценность? Правильно, это как путеводная звезда. Это то, к чему вы стремитесь. Вы можете решить. Но есть некоторые критерии, это должно быть хорошо для вас, это должно быть полезным для вас, чтобы облегчить ваше движение вперед. Возможно, это должно быть также полезным для семьи и общества. Это должно охватывать сферу жизни. Я имею в виду, есть критерии, в которых вы должны рассматривать это как пользу. В рамках этих ограничений у вас есть выбор. У вас есть выбор. Дело в том, что люди будут нести тяжелый груз, если они будут выбирать этот чертов груз. Так что, если они думают, я не буду нести никакой груз, но тогда вы, как ездовая собака, у которой нет упряжи, чтобы тянуть, вы просто будете грызть свои лапы, потому что вам скучно.
Знаете, люди стайные животные, им нужно преодолевать сопротивление, и это не так для всех, особенно, скажем, для малосознательных людей. Я имею в виду, может быть, они открытые и творческие, или экстраверты, и что-то еще, но для типичного человека люди будут поедать себя, если им нечем заняться. Вот почему в США существует такая эпидемия наркоманов среди безработных белых парней среднего возраста. Они теряют работу, и все, с ними покончено. Они презирают себя, у них развиваются хронические болевые синдромы и депрессия. И хроническую боль лечат опиатами. Вот что мы делаем. Именно так это выглядит. И это так интересно наблюдать за молодыми людьми. Когда вы говорите с ними об ответственности, они так чертовски рады этому. Это просто поражает меня. Серьезно, правда? Так вот, что такое контркультура? Вырасти, черт возьми, и сделать что-то полезное. Правда? Я могу это сделать. О, я так взволнован этой идеей, никто никогда не упоминал об этом раньше. Права, 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 права. Господи, это ужасно. И я чувствую, что это глубоко переживают люди, которые приходят, чтобы послушать подобные вещи, они тоже сыты этим по горло. И лучше бы им это сделать, потому что это непродуктивный способ существования. Ответственность – вот где смысл жизни.